Добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на лето 2026 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем планировать уже остатки лета. Хочу сказать, что самые яркие – это июль, август и сентябрь, ведь астрономическое лето у нас началось 21 июня и закончится 22-23 сентября. Все зависит от того, в какой части нашей планеты вы, дорогие близнецы, будете встречать нашу астрономическую осень. Друзья, этот гороскоп можно смотреть как по Солнцу, так и по асценденту. И да, это общий гороскоп, но я буду рассказывать информацию по каждой декаде точно так же, для того, чтобы понимать специфику проживания данного периода, потому что все те, кто смотрит меня давно, прекрасно таки знают, что все то, что работает с первой декады, совершенно по-другому работает у второй или третьей декады. Конечно же, я буду забегать вперед, поэтому мы практически с вами спланируем до конца календарный 2026 год. И все-таки я забегу еще дальше, в лето 2027 года. Тем не менее, обязывает работа. Ну что, дорогие, готовы? Поехали. Если вы смотрите по Солнцу, то есть вы являетесь солнечными близнецами, тогда близнецы первой декады – это все те, кто родился в мае. Близнецы второй декады, если вы родились с 1 по 10 июня. И если вы родились с 11 июня и до знака зодиака Рак, значит вы солнечные близнецы третьей декады. Если вы смотрите по асценденту, тогда 30 градусов знака Близнецы делите на 3 равных отрезка. И если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, тогда это первая декада. И если с 11 по 20 градус, это вторая декада. И если ваш асцендент попадает с 21 по 30 градус знака зодиака Близнецы, тогда вы Близнецы по асценденту третьей декады. Но если вы смотрите по асценденту, и у вас в ваших планах и событиях что-то не совпадает с тем, что я говорю, значит ваше время рождения неверно. И нужно делать, скорее всего, ректификацию. Так очень часто на самом-то деле бывает, потому что асцендент напрямую зависит от времени рождения. Ну что, дорогие, готовы? Поехали. У нас сейчас на небе последние финальные аккорды, если успеет, конечно же, обработаться это видео, ретроградного Меркурия. Он у нас находился 3 недели в знаке Рак, и это момент как раз-таки порефлексировать, подумать близнецам. Ваш единственный управитель находился в знаке Рак и заканчивает свое ретроградное движение в квадратуре с Сатурном. Хорошее время для того, чтобы собрать свои мысли, планы, действия, желания, опять же, и подумать, чего же вы все-таки хотите. Это я про близнецов первой, второй и третьей декады. И да, у каждой декады будет разный план, тем не менее, на это лето. Осенью будут, конечно же, там схожие моменты. У нас ретроградный Меркурий будет в Скорпионе в этом году вместе с ретроградной Венерой в октябре-ноябре. Поэтому здесь, дорогие, нужно таки понимать, когда будет следующий такой большой всплеск энергии. И если забегать вперед, то осень у нас будет непростой, эмоциональной. И здесь для того, чтобы как раз-таки сейчас как можно больше вопросов решить, у нас июль и август потрясающие для этого времени. Что касается сейчас июля, то у нас на небе до конца июля актуальна оппозиция напряженного Юпитера с Плутоном или напряженный Плутон с Юпитером, без разницы. Две мощные планеты находятся в оппозиции, это напряженный аспект. Конечно же, влияет вся эта история на близнецов первой декады. Момент оппозиции Юпитера – это свое мнение, своя репутация, нереализованный потенциал, находится в оппозиции с Плутоном, то есть это момент личной трансформации, выхода за границы, за рамки того я, кем я был когда-то ранее. Нужно расти, дорогие близнецы первой декады. С 26 апреля 2026 года Уран блуждает по первой декаде
Близнецы и делает соединение к Солнцу. Поэтому здесь в вашей жизни, дорогие, скорее всего, резко что-то меняется, обнуляется, изменяется сейчас с самой весны. События, которые иногда сложно объяснить, потому что это специфика действия Урана. Но здесь есть Юпитер, Плутон, Нептун, которые вам в гармоничном аспекте дают свою силу для реализации. А это по Юпитеру масштаб своей личности, реализовать свой социальный потенциал, то есть реализоваться в обществе. У нас с 30 июня по июль 2027 года Юпитер будет идти в знаке Льва, а это очень гармоничная позиция для всех близнецов. И сейчас до августа, до начала коридора затмений, как раз-таки у близнецов первой декады отличное движение вперед, рост, нарабатывание своего профессионализма, масштаб, радость, выход за границы в прямом смысле. У кого-то это поездки, командировки, за границей в прямом смысле вопросы иммиграции здесь тоже будут стоять на кону, потому что еще и Нептун делает гармоничный аспект первой декаде близнецов. Поэтому, дорогие, у вас очень много дел и очень много работы. И да, если что-то в вашей жизни сейчас разрушается, значит, с этим вам не по пути. Конечно, было бы хорошо, если бы это были не отношения, но здесь каждый смотрит сам на свои отношения и понимает, если в них, естественно, есть то неосязаемое, что не купишь ни за какие деньги, тогда, конечно же, здесь стоит за это побиться. А если в ваших отношениях этого в принципе нет, то для близнецов очень важна история, когда не просто любовь, а еще их понимают, то есть такие, как отношения единомышленников, когда есть о чем поговорить, вместе куда-то поехать, переехать. То есть все делать вместе, когда классные друзья, компания. Вот это настоящее партнерство для близнецов, поэтому здесь близнецы первой декады. Ну и аспект от Плутона. Построение бизнеса, заработок денег, трансформации вас в финансах. Это, естественно, Уран еще проходит соединением. Это новые проекты, уход в онлайн, но вы сопротивляетесь, вам это сложно делать. Скажу, дорогие, что на ближайшие 7 лет мы вообще все, можно таки сказать, будем заставлены уйти в онлайн. То есть это вот такие моменты, когда нам не очень будет хотеться, пока Уран идет по близнецам. То есть это такой момент, что изменится логистика, образование, вообще, в принципе, работа, коммуникации, продажи. Это будет как и уменьшение этого всего, да, как и появление новых площадок для продаж, с точки зрения все в логистике поменяется, в образовании. То есть это как взять с ног на голову, изменить. Появится очень много интеллектуальных штучек, которые мы будем воспринимать все по-разному. Вообще у нас до 2044 года Плутон идет по Водолею, и это когда технологии растут, но здесь еще и будет контроль всех этих технологий. Поэтому мы сначала в ближайшее время к этому ко всему приспосабливаемся. Естественно, если вы близнецы первой декады, то вам здесь сложно, но понимайте, что это некая неизбежность, что ли. Здесь главное понимать свою силу и не терять, конечно же, хватку в других своих сферах, в других своих навыках коммуникации, наоборот, их развивать. То есть у близнецов первой декады такой гигантский масштаб деятельности. Сюда и любовь, и отношения, сюда и все-таки гармоничные, благоприятные события, потому что Нептун дает не только иммиграцию, но и радостные события в семье, как появление ребеночка, беременность, вообще желание эту семью иметь. Собственно, много чего могу еще рассказать, но уже пора двигаться дальше. Близнецы второй декады на этот июль. У вас здесь по большей части вопросы сейчас в ваших отношениях и в отношениях с финансами. Именно сейчас в июле Марс проходит по второй декаде близнецов, и это хочется агрессии, хочется злиться, хочется уйти в закат, хочется освободиться, хочется ничего не делать. Венера идет по знаку Девы, когда четкий, рациональный, максимально, и здесь хочется гнуть свою линию, да, свои правила, и не получается договориться. Опять же,
Если быть приземленными, Сатурн идет по второй декаде Овна, и это очень гармоничное положение для близнецов второй декады, и оно будет гармоничным и июль, и август, и сентябрь. Но в чем специфика июля? Сейчас очень хорошее время, когда Меркурий еще пока ретрограда находится в напряженном аспекте с Сатурном. То есть это доделать какие-то неприятные старые прошлые дела, бюрократические дела, возвращение долгов идеально, закрывать старые прошлые истории, в которых вы постоянно теряли себя, теряли мотивацию, нежелание что-либо делать, где вы вообще не следовали вперед. То есть реально понимать, что же вы делаете не так, вернуть долги, построить себе четкий план движения вперед. И июль– это такой момент как бы закрытия старых вопросов, потому что в августе нас ждет коридор затмений с 12 по 28 августа, и там во вторую декаду Льва перейдет Юпитер. И это будет потрясающее гармоничное влияние на близнецов второй декады. Там Юпитер будет в гармоничном аспекте еще и с Сатурном, то есть это две социальные планеты, которые дадут вам просто такой трамплин и рост движения вперед. Поэтому здесь, дорогие близнецы второй декады, у вас июль как нерешенные такие вопросы прошлого, где вам что-то непонятно, старые договора, вопросы ответственности. Просто сядьте это и сделайте. Если в отношениях что-то идет не так, постоянно сядьте и поговорите. Да, это будет непростой, нелегкий разговор, но тем не менее, я рекомендую это сделать даже сейчас в период ретро-Меркурия, либо же, когда он будет идти прямо до конца июля, до начала коридора затмений, вообще в принципе до 12 августа. Эту историю очень классно делать, закрывать все свои старые вопросы, которые просто тормозят, для того, чтобы потом взлететь и открыть себе такой момент, который все, что связано с Юпитером, это расширение масштаба своей личности, своей карьеры, статуса. Еще и Сатурн дает эти же аспекты. Да? Сатурн вообще про стабильность, про хороший приход финансов, про устойчивую платформу приобретения недвижимости. Понимаете, то есть если у вас есть какие-то нерешенные вопросы из прошлого, то есть закрывайте все, чтобы в августе сделать то, что в принципе у вас может быть. Конечно, не все, что я перечисляю, потому что у всех может быть по-разному. Мы здесь все разного времени рождения. Я надеюсь, это все понимают, и разного возраста. Близнецы– это тоже история, даже другого знака зодиака. Это тоже нужно понимать, да. Поэтому я и перечисляю вариативность событий, которые могут быть у каждого смотрящего это видео. И да, это вопрос прихода к недвижимости, приобретения недвижимости, приобретения себе нужных товаров для жизни. То есть это даже могут быть знания, потому что Юпитер тоже про расширение масштабов. Это знания, поездки, это обучение, это может быть командировка, для этого тоже вам нужны будут деньги, это может быть отдых, отпуск, поездка. Для этого тоже нужны деньги, очень хорошая история здесь получится. У близнецов второй декады это и август, и сентябрь. Поэтому понимайте, дорогие, что вы хотите планировать. Улучшение качества жизни. Как правило, Юпитер это еще и про переезд, начало обучения, старт обучения, переезд из неблагоприятного района города в благоприятный. То есть это улучшение качества жизни. В прямом смысле это гармоничные события в семье в том числе, это желание эту семью создать, особенно если Юпитер у вас управитель 10 или 7 дома, ну, либо же просто зарегистрировать официально свои отношения, потому что Юпитер, в принципе, у нас владелец 9 дома, можно это так сказать, да, если не астрологическим языком. И да, здесь в рост, вверх, повышение своего качества жизни, материального сознания, внутреннего ощущения счастья в том числе, это у близнецов второй декады на июль и на август. Это коротко, но здесь будет еще подводные камни. Сейчас я быстренько расскажу про третью декаду и вернусь еще
каждый месяц рассказывать точно. Близнецы третьей декады. У вас, дорогие, однозначно сейчас момент такого небольшого состояния, волнений, переживаний, страхов, сомнений. У нас с начала лета до астрономической осени, чуточку раньше, до 14 сентября, Лилит идет и будет идти по третьей декаде знака Стрельца. А значит, она делает оппозицию к Солнцу или же асценденту близнецов третьей декады. Поэтому близнецы третьей декады сейчас где-то терзаются в сомнениях: могу, не могу, достоин, недостойно, получится, не получится, страх своего успеха, страх остаться никем, страх, то есть здесь либо завышенная гордыня, самооценка, я вот и так все самое классное делаю, но почему-то не получаю результат своих действий, да, либо же она наоборот такая паника и страх, что у меня никогда в жизни не будет того, чего я хочу, сразу говорю, будет. Это просто Лилит до 14 сентября идет по третьей декаде Стрельца, и это всегда, когда наши страхи, паники, волнения или же наше мнение о себе, оно реально искаженное. Поэтому здесь немножечко запаситесь терпением, это закончится, и там как раз в конце сентября Юпитер перейдет в третью декаду Льва, и будет гармоничный аспект стрельцам третьей, простите, пожалуйста, близнецам третьей декады, это как раз-таки расширение, масштаб личности, узнаваемость, опять же, и все те моменты, которые я говорила для близнецов второй декады, здесь есть чуточку такой момент поработать сейчас в июле над собой. Для чего? У нас в июле остались очень важные события. У нас 26-27 июля, все зависит от того, в какой части нашей планеты, западной или восточной, вы живете, в каком полушарии. У нас уходит в ретроградное движение Сатурн, который сейчас влияет на близнецов второй декады, в декабре будет влиять на близнецов первой декады в гармоничном аспекте, и в 2027 году будет влиять на близнецов третьей декады, то есть стабилизировать вас, двигать вас, мотивировать, зарабатывать больше, то есть браться за ту работу, на которую вы раньше говорили: нет, никогда в жизни я не буду этого делать, мне не хочется, мне не нравится. А тут вы оцените, увидите это другими глазами и скажете: да это вообще потрясающее, то, что мне нравится, и это будет ваш такой рост, скачок в 2027 году, близнецы третьей декады. Ну а сейчас у нас сразу после Сатурна, то есть Сатурн уходит в ретроградное движение до декабря 2026 года, это очень хороший момент решить все свои прошлые вопросы с Сатурном. Это понять, почему боимся ответственности, не смотрим в будущее, не планируем с точки зрения, да, будущего. То есть почему не строим планы, почему нет порядка вообще в жизни, почему нет стабильной платформы, это недвижимость, это карьера, работа, статус, потому что Сатурн будет идти по Овну до апреля 2028 года. Это очень гармоничное положение для близнецов. Дерзайте и делайте то, что вам раньше не хотелось, потому что именно это будет приносить вам финансы. Сложная работа вдруг окажется легче, легкой, абсолютно понятной, логичной, и как будто вы, в принципе, с этим всегда были в ладу. И да, следом 27 июля, буквально через несколько часов после Сатурна, кармические узлы у нас меняют знак. И с оси рыбы, девы переходят на ось Водолей-Лев. Это опять же гармоничная, выигрышная история для близнецов, но экзамен этот кармический начнется с близнецов третьей декады. Поэтому, дорогие, к вам будут личные персональные вопросики: кто я, куда я иду, кем я хочу стать, когда вырасту, насколько мне важно иметь это или это. И если вы давно понимаете, чего хотите, то здесь, конечно же, включатся ситуации в жизни, которые будут вас двигать к вашему будущему.
Поэтому, мои дорогие, хочу сказать, как всегда, стройте план, двигайтесь вперед. Еще у меня будут кармические гороскопы сразу после летних, как раз к моменту ингрессии кармических узлов, поэтому там будет все четко, коротко, лаконично, короткие видео, как 1,5 года назад, кармический гороскоп для близнецов и тоже, да, по декадам. Кармические узлы с 27 июля будут полгода влиять на близнецов третьей декады, потом переключится на близнецов второй декады. Поэтому здесь у близнецов третьей декады сейчас в июле включаются уже вопросики. Кто я, почему я не веду себя как истинные близнецы, и все ситуации будут просить вас, это гармоничный аспект, поэтому это не будут напряженные ситуации, это будут гармоничные ситуации, в которых вы часто будете говорить: как интересно, классно получилось. Ну вот, в жизни вот такие ситуации, конечно же, при отсутствии других аспектов, которые я не вижу здесь, потому что у меня открыта общая карта, понимаете, да? А для того, чтобы мне подгрузить карту отдельно каждого близнеца, даже рожденный в 10-минутный диапазон времени, то здесь, естественно, различные другие аспекты подключаются. Поэтому я все-таки занудный астролог, который считает все до минуты, для того, чтобы ответы на ваши вопросы были максимально четкими. Уж извините. А какие качества нужно воспитать близнецу для того, чтобы в ближайшие 1,5 года вырасти? Это коммуникация на высшем уровне, коммуникабельность международная. И пока Юпитер идет по знаку Льва, нужно проявляться, максимально говорить, связывать людей, поездки, мероприятия. Да я сейчас всем близнецам говорю, да, 2026 год будет взаимодействовать с близнецами третьей декады, первая половина 2000, с весны, весна и лето 2027 года это будет экзамен для близнецов второй декады, и осень 2027 года, да, и зима 2028 года это будет близнецы первой декады. Открытость, дружелюбность, движение в коммуникации, продажи, умение построить как раз-таки инфобизнес, работу, договориться, там, где другие не могут, это абсолютно ваша история. Если что-то не получается, вы пробуете, вы берете заново, не останавливаетесь и говорите, говорите, то есть вам здесь равных не должно быть. Здесь, конечно, внимательность, честность, потому что с 14 сентября Лилит переходит в знак Козерога и до 11 июня 2027 года будет находиться в знаке Козерог. А это проверка нас на честолюбие, злоупотребляем ли мы своими должностями, что ли, вот так это можно назвать. То есть пренебрегаем ли мы своими обязанностями, пользуемся ли мы своей должностью ради того, чтобы поступить как-то нечестно. Поэтому проверка на честолюбие начнется с сентября по июнь 2027 года. Поэтому здесь забегаю вперед, чтобы понимать смысл моих сказанных слов сейчас не голословно. Понимаете, дорогие? И да, очень гармоничный будет экзамен. Включайтесь как близнецы третьей декады. Вам это однозначно понравится в августе. И в коридор затмений как раз-таки включайте свои качества в лучшие, потому что у нас с началом коридора затмений управитель, ваш Меркурий, будет идти по знаку Льва, а это однозначно, когда себя нужно показать. Поэтому всем близнецам и первой, и второй, и третьей декады я говорю, что в июле это такой момент завершения старых вопросиков, которые мешают двигаться вперед. И уже в августе двигаться вперед. Из финальных событий июля у нас полнолуние 29 июля, полнолуние Водолей. Кто максимально его ощутит? Это близнецы первой декады. Здесь постарайтесь быть максимально собранными, сдержанными, не портить свою репутацию, выдерживать большие суммы сделки, ситуации, которые будут нестандартные, необычные, либо же какие-то резкие, потому что все-таки через Уран это все будет работать, и умение выдержать вот эту нестабильность Урана, это вообще, в принципе, ваша задача на ближайшие 2-3 года, дорогие близнецы первой декады. Близнецы второй декады, у вас
вы это полнолуние особо не прочувствуете, у вас это будет просто день завершения каких-то таких дел прошлых, которые у вас были ранее, и они продлятся далее. То есть, если вы планируете в этот день какую-то важную встречу, день, дерзайте отлично, прекрасно, все будет хорошо. Луна в соединении с Плутоном, день для того, чтобы брать какие-то большие мощные дела. Солнце в соединении с Юпитером. Главное, чтобы не было большой сильной конфронтации. Ну и просчитать, если вы собрались уходить на какие-то риски, большие судебные разбирательства, процессы, здесь главное нужно просчитать, потянете вы или не потянете. При всем наличии гармоничных аспектов не все бывают справляются, то есть это такой большой объем энергии, когда не все выдерживают. Поэтому здесь нужно просто собственное понимание, сможете или не сможете. Постарайтесь аккуратно не портить свою репутацию, но вообще брать большие цели и закрывать какие-то большие там долги, кредиты в этот день. Вот так, идеально для того, чтобы пойти в свою свободу. Близнецы третьей декады, будьте аккуратны в отношениях, не будьте категоричны в этот день, иначе ссора может продлиться на ближайшие 2 недели до 12 августа и уйти туда в коридор затмений. Вам это не нужно. Это не та история, которую хотелось бы унести с собой в один из ярких, классных, заряженных месяцев в году. Потому что у нас коридор затмений будет на растущем лунном цикле. И здесь я хочу сказать, мои дорогие, что нужно реализовать будет как можно более. Но перед этим хочу сказать важную тему. Это покупки, траты, любовь, отношения, ссоры, скандалы. Одна из важных таких тем и историй – это, пожалуй, я хочу себе там много чего купить. При всех тех благоприятных сценариях, которые я сказала близнецам с точки зрения покупки, понимаете, что у нас Венера до 9 июля и до 9 августа идет в знаке Девы. В квадратуре с Марсом вообще не гармоничная позиция, то есть делает квадратуру близнецам. И это момент только четких рациональных покупок. То есть, если вам нужен новый костюм для того, чтобы устроиться на новую работу, произвести потрясающее впечатление, это близнецам первой, даже второй и третьей декады. То есть у вас у всех здесь новая работа, жизнь, стабильность, формирование себя, показать себя. Покупайте себе хороший костюм, не какую-то такую историю одноразовую, которая потом вам будет не нужна. Но и не уходите там в какой-то непонятный ценовой диапазон, который вы не можете потянуть. Просто купите себе красивый, четкий костюм, который создаст о вас впечатление того человека, кем вы хотите стать, когда устроитесь на достойную работу. Понимаете, о чем я говорю? То есть здесь не для того, чтобы пускать пыль в глаза, там, казаться, но не быть. Нет. Здесь про разумное распределение своих финансов, которые заработал каждый из нас. То есть здесь не надо кого-то удивлять, кого-то радовать. Здесь момент четкого сохранения финансов. Хочу сказать, что у нас в августе Венера переходит в знак Весы. И эта позиция, казалось бы, благоприятная для близнецов. Но Венера переходит в знак Весы. Весы – это вообще, когда нам хочется красиво, ярко, вот кого-то удивить, красивую картинку, накупить себе вещей, куда-то сходить и много потратить. Но Венера переходит у нас в знак Весы в оппозиции с Нептуном. А это история, когда мы настолько ошибаемся и не рассчитываем своих финансов, у нас такая иллюзия в глазах. Почему? Потому что в середине августа Венера уже с Нептуна переключится на оппозицию с Сатурном. А Венера в оппозиции с Сатурном – это, не побоюсь сказать, такие дефициты в финансах. Конечно, они близнецов будут двигать, зарабатывать больше, но ощутите свою аритмию. Одно дело, если вы входите, например, в приобретение недвижимости, в сделку по приобретению недвижимости, да, в середине августа вы ее заключаете, и у вас после этого там какой-то первый платеж, или вы остаетесь там, например, с очень ограниченным финансовым потенциалом, да. Это одно дело, вы, по крайней мере, понимаете, ради чего вложились, потому что по большей части Венера в оппозиции с Сатурном – это как раз-таки аспект приобретения недвижимости, после которого денег нет. Но это нормально, они потом у вас будут.
Но здесь нужно понимать, что не нужно тратить деньги просто так на различные глупости, потому что в начале августа будет казаться: ой, классно, мы совсем разберемся, сейчас быстренько вложимся в какую-то непонятную новую штуку, потому что Венера еще будет в гармоничном аспекте с Ураном, а сейчас эта история вообще на хайпе, различные такие истории, онлайн-истории, покупки, курсы, какая-то вот такая история. Будьте аккуратны. Одновременно Венера будет еще и в оппозиции с Нептуном. Эта история, возможность попасть на мошенников, либо потом разочароваться. И следом вторая половина августа у нас Венера в оппозиции с Сатурном. Это когда наоборот нужно прям под давлением обстоятельств зарабатывать, и вас как раз таки обстоятельства будут нести зарабатывать. Сентябрь. Венера переходит в знак Скорпиона. И это будет 11 сентября, и она переходит туда в квадратуре с Плутоном. И фактически мы начинаем чувствовать осенний период ретроградной Венеры, который у нас только начнется реально официально с 3 октября по 14 ноября 2026 года. 14 ноября она остановится, пойдет в прямое положение, и до конца 2026 года мы фактически будем проживать все те события, которые с нами начали случаться в сентябре. Поэтому здесь вопросики. А когда Венера находится в Скорпионе, так еще и в квадратуре с Плутоном, это момент, когда нам хочется резко куда-то вот так вот вложиться, потратить деньги. И, как правило, мы вкладываемся не туда. Как правило, мы тратим все под ноль, но потом нет ресурсов зарабатывать больше, потому что вообще Венера в Скорпионе и в квадратуре с Плутоном требует от нас такой жесткой трансформации и изменения своего мышления. Вопрос, сможете ли вы это сделать за осень, для того, чтобы наработать свой финансовый потенциал. И в начале января у нас Венера 2027 года у нас Венера переходит в знак Стрельца, и, казалось бы, классное положение, но это оппозиция к Близнецам, и Венера меняет знак в оппозиции с Ураном, а это резкое обнуление и скачок финансов вниз. То есть это фактически ситуация, которая будет происходить в мире. Поэтому возвращаюсь в июль и в август 2026 года для того, чтобы чувствовать себя хорошо, когда в мире наступает глобальный хаос по финансам. И я думаю, живя в любой стране мира, смотря меня на разных языках, этот канал уже мультиязычный, вы прекрасно понимаете, что тот человек, который путешествует, он понимает, что куда бы ты ни приехал, цены везде растут, везде все меняется. Здесь не в одной, в двух странах мира, где вот сейчас вот происходят какие-то ситуации, да, различные, много где происходит энергетический скачок, топливный кризис, вопросы с энергетикой, и это все требует вообще больших энергозатрат. Вообще хочу сказать, дорогие близнецы, первой, второй, третьей декады, сейчас у нас на небе, отматывая вопросик вперед, я вернусь еще в август, я не договорила, у нас сейчас июль и август – это большой гигантский потенциал заработка денег. То есть не тратить на какие-то нужны, зарабатывать под давлением эмоций, на своем каком-то настроении, желании жить лучше. Для близнецов это должно быть однозначно желание лучше, улучшить свое качество жизни, выбраться из каких-то сложных ситуаций. Но у близнецов первой декады, правда, вот эти ситуации будут происходить на фоне Урана, изменения вот этого мира всего. Но понимаете, на всех этих историях мы будем ехать еще до конца 2026 календарного года. И ситуация здесь, хочу сказать, что нужно не тормозить, не задавать вопросы, почему оно так происходит, кто прав, кто виноват. Очень много аспектов для заработка, поэтому здесь, дорогие, не тратьте время на какие-то переживания, просто берите четкий план, книжечку и пишите, что же вы все-таки хотите, что же нужно такого сделать для того, чтобы чувствовать себя хорошо, уверенно и финансово защищенно. Потому что хочу сказать, что у нас в июле 2027 года Юпитер переходит из знака Льва в знак Девы. Это напряженная история для близнецов и первой, и второй, и третьей декады, потому что это квадратура к Солнцу. И если вы, либо к асценденту, и если вы следите за мировой историей,
то каждые 11,5-12 лет у нас Юпитер в знаке Девы. И если вы отмотаете эти года, то вы увидите, что это были такие большие, мощные глобальные дефициты в мире, в которых мы не могли себе что-то купить по каким-то вопросам, этого не было, создавался дефицит, искусственно или нет, но это уже другой вопрос. Это время дефицитов, это время ограничений, это время недовольства, это время считать каждую вообще денежку. Поэтому, дорогие близнецы, будем разумными и возвращаемся в август 2026 года, когда в наших силах просто все изменить. И да, дорогие, 12 августа у нас включается коридор затмений. Это солнечное затмение, это новолуние во Льве. Почувствуют это близнецы всех декад, потому что там разброс по планетам. Солнце в соединении с Луной, с Юпитером, с Меркурием, они вот так вот Льва вот так накрыли знак. И это гармоничные аспекты к близнецам всех декад, поэтому здесь момент проявления, наработка своих навыков, компетенций, проявляться, выходить на публику, разговаривать, пополнять свою книгу контактов, не сидеть дома, то есть масштаб своей личности расширять, понимать, что же вы все-таки хотите. У кого-то это переезд, но здесь открывается очень множество горизонтов, и как раз-таки у нас с коридором затмений Юпитер входит во вторую декаду Льва и начинает влиять на близнецов второй декады вместе с Сатурном, и здесь открываются очень много возможностей. Этот коридор затмений на растущем лунном цикле, то есть я вам в прямом смысле говорю, делайте как можно больше, не волнуйтесь, не переживайте, главное не вкладывайте свои заработанные деньги, потраченные силы в какие-то непонятные истории. И хорошо, если у вас будут, как у близнецов первой декады, моменты застрахованные и понятные вам, все обговаривайте до мельчайших подробностей. Даже если вас сочтут немножечко странными, это нормально. Лучше лишний раз поговорить и этот момент решить. И да, у близнецов первой декады продвижение себя в работе, в карьере, в статусе, основание бизнеса, новые движения, масштабы, объемы, все это у вас двигается, все как и двигается, будьте аккуратны с финансами, не вкладывайте в странные истории в отношениях. Здесь могут быть иллюзорные моменты, вопросики в отношениях, которые могут привести к разочарованию во второй половине августа, простите. Поэтому здесь будьте благоразумны вот так, потому что честность это единственный момент, как можно вот эту вот иллюзорную историю убрать с аспекта Венера-Нептун. Близнецы второй декады, в этот коридор затмений у вас карьера, статус, продвижение, улучшение качества вашей жизни, все то, что я говорила в начале видео. Здесь вы начинаете форсировать события, включаться на максимум, не тормозить, не смотреть новостную повестку, она будет все лето напряженная, и осенью она будет еще напряженнее. Это сейчас всем близнецам говорю, поэтому здесь будет нарастание конфликтов во всей части нашей планеты. Поэтому, дорогие, обращаем внимание на свою жизнь и делаем максимум для себя, что мы можем только сделать, и тогда будет получаться очень хорошо. У близнецов второй декады в этот коридор затмений скачок в рост, в развитие, вверх. Хорошие сделки могут быть. Здесь нужно уметь выдерживать эту историю. Юпитер хоть и в расходящейся оппозиции с Плутоном, но тем не менее умение выдерживать большие, мощные, сильные сделки, умение договариваться с сильными, влиятельными людьми. Близнецам второй декады эта история тоже понадобится, как и близнецам первой декады. Близнецы третьей декады в этот коридор затмений для вас включаются моменты вашей активности, ясности, действий. О чем здесь? Не позволяйте страхов принизить вашу планку жизни. Вообще вы должны почувствовать этот коридор затмений очень хорошо, потому что новолуние во Льве 12 августа будет как раз-таки очень хорошо влиять на близнецов третьей декады. И здесь вы словно включите, здесь вы словно оживете и скажете, а куда это я так долго тормозил или тормозила. Еще далекий, широкий аспект гармоничный от Сатурна
здесь стройте план, двигайтесь вперед, близнецы третьей декады, здесь есть момент вот так вот включиться в свою жизнь, либо этот момент включения в вас, в продвижение, может затянуться до конца сентября. И я все-таки за то, чтобы прийти к концу сентября уже такими достаточно подготовленными, заряженными, яркими, интересными, собранными и сделать для своей жизни, для своего бизнеса, работы, карьеры очень даже важные моменты, очень нужные для этого. То есть здесь очень можно хорошо о себе заявить как раз-таки в августе, поработать с собой, со своей самооценкой, со своими плюсами и минусами, страхами. Но уже, конечно же, начать распаковывать себя гораздо сильнее, выходить на публику, договариваться, потому что здесь Меркурий в третьей декаде Льва, абсолютная история, которая будет приносить вам стабильные финансовые результаты, но нужно выходить из дома, как можно больше говорить, делать, делать и делать. 28 августа у нас заканчивается коридор затмений, это полнолуние, лунное затмение, полнолуние в рыбах. Полнолуние в рыбах на кого будет влиять? Очень сильно будет влиять на близнецов первой декады, и это будет влияние в напряженном ключе, такое честное, неприятное, эмоциональное. Если вы до настоящего момента, то есть до конца августа, ничего такого важного, классного, интересного не делали, здесь такое придет, знаете, разочарование, что были упущены множество возможностей, либо в жизни вас подведут к таким ситуациям, как, например, резкие увольнения, сокращения, вас заставят все равно говорить, договариваться, решать вопросы, которые вы не хотели решать. То есть такая будет бюрократическая тоже история, моменты выходить в общество все-таки, искать новые связи, новые контакты. Либо у вас придет такое, знаете, если вы летом не воспользовались всеми вот этими активными, классными событиями, да, вот эмоциями, энергиями, как угодно можно это называть, и просто были в ожидании, то тогда здесь придет такое глобальное разочарование, собственное обесценивание, момент фрустрации, когда мы как-то вот все больше не можем, и здесь принимаем такое резкое кардинальное решение под давлением эмоций, обстоятельств, либо нас подводят там, к увольнению, к сокращению, такие резкие изменения, либо даже это в любовных отношениях уход близкого человека, либо разрыв с близким человеком. Поэтому здесь, дорогие близнецы первой декады, все-таки будьте аккуратны в конце августа на фоне эмоций, если все-таки они у вас случатся, потому что может и не случиться эта история, может случиться очень много позитивных других событий, но под давлением эмоций это может быть такое травмоопасное достаточно время, потому что Уран будет в квадратуре с Меркурием. Будьте аккуратны в том, что вы говорите, будьте аккуратны за рулем. В конце августа, буквально последняя неделя августа, да, для того, чтобы не натворить каких-то вот таких вот ненужных дел под окончание коридора затмений, чтобы это не было каким-то ненужным эмоциональным событием для вас. У близнецов второй декады это момент, опять же, повторюсь, очень хорошая история на сделку с недвижимостью для близнецов второй декады. Если вы приняли здесь такой момент, очень хорошая история. У кого-то здесь могут быть зарегистрированы брачные отношения, например, создание семьи, гармоничный аспект от Сатурна и от Юпитера, такое приятное событие. Есть такой момент. И опять же Венера точно так же в коридор затмений близнецы второй декады могут и улучшить свою жизнь изменениями событий в своей личной жизни. Поэтому здесь, в принципе, да, гармоничные аспекты. Главное не ловить себя на мысли, что все, теперь я погружен в клетку своей жизни, и теперь у меня не будет той самой свободы. Нет, нет, нет. Разговаривайте по душам со своей второй половинкой, потому что Венера будет в знаке Весы, абсолютно гармоничная позиция для близнецов. Договаривайте, разговаривайте, как я хочу, как ты хочешь. Делайте что-то вместе, стройте новую историю, постройте себе планы. Прям такие большие, масштабные, глобальные. Не уходите в негатив. Будет такой момент какого-то такого разочарования, потому что социальные сети нам разное говорят.
и во многих развивают мнительность. Поэтому здесь не уходите в негатив, и все будет у вас складываться отлично. Близнецы второй декады. Близнецы третьей декады. Я хочу сказать, что у вас могут быть тоже изменения в вашей жизни, и они могут быть под такими событиями, как резкие какие-то изменения, потому что у нас кармические узлы поменяли ось, но все-таки будут на момент окончания коридора затмений последнюю неделю августа в соединении там с Солнцем, с Меркурием. И здесь, конечно же, нужно, дорогие близнецы третьей декады, понимать, что если вы все-таки не будете что-то делать, двигаться вперед, вот как ваша интуиция вам говорит, двигайся, развивайся, что-то делай, коммуницируй, договаривайся, то здесь, конечно же, будет рассыпаться прошлая жизнь, прошлый мир, будут события случаться, которые будут заставлять вас выходить и становиться близнецами. Все то, что я говорила в начале видео. Я не могу сказать, что это плохо, потому что все-таки, к сожалению, мы люди, да, мы все первый раз живем в этой жизни, мы помним только ее, да, мы все учимся жить в этой жизни, и, к сожалению, так придумано, что большие скачки развития мы проживаем и начинаем только, когда у нас случаются какие-то события, которые заставляют нас сделать выбор, которые печальны, грустны, под давлением эмоций. И мы раньше не могли этого сделать, и сейчас нас вот так вот подвели и заставляют меняться. Да, это иногда бывает болезненно, поэтому здесь просто будьте аккуратны в своих действиях, не портите свою репутацию, не говорите лишнего, но обязательно говорите, договаривайтесь, настраивайте коммуникацию для того, чтобы решить свои вопросы. Здесь ни в коем случае нельзя бездействовать. Все события конца августа, они для того, чтобы настроить вас в коммуникацию, заставить делать, выгнать из вас все эти страхи, которые держит Лилит в третьей декаде Стрельца, то есть чтобы этого не было. Понимаете, дорогие? Поэтому у вас должно получиться. Включайте истинных близнецов и действуйте. И мы идем в сентябрь. В сентябре у нас основные важные события идут вокруг новолуния в Деве 11 сентября. Астрономическая осень 22-23 сентября. Все зависит от того, в какой части планеты вы находитесь. И 26 сентября это полнолуние в Овне. Но Луна будет в соединении с Нептуном, поэтому это эмоционально агрессивное, конфликтное, могу сказать, полнолуние у нас будет. И да, 11 сентября у нас Венера переходит в знак Скорпиона. И здесь, конечно, не могу сказать про любовь, про отношения. Отношения у близнецов в июле. Эта история такая очень шаткая, поэтому не выходите из отношений под давлением эмоций и агрессии. В августе эта история станет лучше. В сентябре Венера переходит в Скорпиона, и здесь захочется, конечно, резкие кардинальные движения делать, но хочу сказать, что у нас Венера будет и Меркурий в ноябре, в октябре и в ноябре 2026 года. В напряженных аспектах все-таки к таким планетам, как Юпитер, это будет очень конфликтное время, поэтому, дорогие близнецы первой и второй, третьей декады, хочу сказать, потому что у нас ретроградная Венера будет в соединении с ретроградным Меркурием. Это такая история для близнецов очень важная, что захочется все свои нерешенные вопросы в отношениях отложить на осень. То есть если сейчас у вас есть какие-то ссоры, скандалы, конфликты, постарайтесь их сейчас урегулировать, и чтобы в сентябре их уже не было. Потому что в сентябре начнет по чуть-чуть вот так агрессивно накатывать. Сначала сухие замечания, недовольство, претензии, потому что у нас же там новолуние в Деве, а все, что в Деве напряженно влияет на близнецы, потому что управитель один, казалось бы, все логично и понятно, но нет, претензии воспринимаются сухо, неприятно, непонятно, не хочется это понимать и чувствовать однозначно, да? Хочется, чтобы человек рядом ощутил наше настроение. И здесь нужно таки понимать, что в октябре и в ноябре будет момент, когда захочется резко разорвать отношения, уйти еще в дележку имущества, в ссоры, судебные иски, скандалы, выяснение отношений вот так мощно и глобально. Другой вопрос. Оно вам надо?
Поэтому здесь посмотрите и четко спланируйте свое время, свою жизнь для того, чтобы свои драгоценные эмоции, силы и время не тратить на эту ненужную историю, потому что я уверена, что у вас есть очень много других возможностей, которые вы давно хотели реализовать и ждали таких потрясающих событий, аспектов, которые есть сейчас в этом сентябре, еще и осенью. Понимаете, о чем я говорю? Потому что у нас мир входит в такой большой финансовый кризис и коллапс. И здесь, конечно, бы хотелось сохранить свои силы и ресурсы, их приумножить, но ни в коем случае не остаться без всего, по крайней мере, в каких-то нерешенных отношениях, когда нужно просто сесть и поговорить сейчас. Поэтому сентябрь у нас 11 сентября, новолуние в Деве, Солнце, Луна в Деве в гармоничном аспекте с Марсом, Меркурий, ваш управитель, в оппозиции с Нептуном, а это история таких каких-то иллюзий, когда нам кажется, что вот да мы договоримся, и у нас вот так вот получится, надо четко и по делу. Меркурий, тем не менее, в потрясающем аспекте с Ураном и с Плутоном договориться в работе четко, в партнерских отношениях, но без иллюзий, дорогие, потому что там тоже будет желание где-то довериться не тем людям. Поэтому будьте здесь аккуратны в своих решениях, действиях, чтобы в сентябре не уйти туда, куда нужно. Венера 11 сентября переходит в знак Скорпиона. Уже про эту историю говорила. Будьте аккуратны в финансах, в отношениях, для того, чтобы не уйти в ненужные споры, скандалы, интриги, расследования. А знак Скорпиона именно про это. Это про манипуляции, это про давление, тем не менее. Да? Здесь на этом фоне, на этих показателях можно наоборот зарабатывать на фоне там каких-то таких дефицитов своих и понимания, что я хочу больше, потому что знак Скорпиона это всегда, когда хочется больше, в максимальной позиции. И это очень хорошая такая история для финансов. Но так себе история для того, чтобы говорить, кто прав, кто виноват в отношениях, потому что это может затянуться до конца 2026 года и первой недели января 2027. Оно надо? Ну, то есть, понимаете, 11 сентября у нас уходит в ретроградное движение Уран, который влияет на близнецов первой декады. До 8 февраля 2027 года он будет в ретроградном движении, остается в первой декаде близнецов. И потом, если прям таки посмотреть, выйдет он ли он из первой декады в 27 году, быстренько листаю. Нет, дорогие, не буду вас обнадеживать. Ах, выйдет. Но не выйдет. Потом опять в сентябре уходит в ретроградное движение уже вторая часть первой декады близнецов. Поэтому здесь, дорогие, запаситесь терпением, убирайте ненужное из своей жизни и растите. Двигаемся дальше. Астрономическая осень начинается 22-23 сентября. У нас Меркурий находится в оппозиции с Сатурном, ваш управитель. И здесь такая максимальная, четкая, понятная, честная история и с людьми. То есть если в начале сентября будет такая иллюзорная история, что где-то вот у нас вот там какие-то иллюзии по поводу каких-то коммуникаций, каких-то коллабораций, сотрудничества, партнерства могут быть, то во второй половине сентября уже все будет четко, честно, понятно, максимально прозрачно. И да, с этого момента у нас начинает работать точная, не точная, но оппозиция Марса с Плутоном. Это разрушающий аспект, аспект давления. И 22 сентября начинается эта оппозиция. Марс еще в раке, мы такие спокойные, нерешительные. Но 26 сентября у нас полнолуние. И после этого полнолуния, сейчас даже скажу, когда у нас Марс переходит в знак Льва, это когда мы яркие, дерзкие, агрессивные, это уже будет 28 сентября. Но когда мы будем уже за свою силу сопротивляться, двигать, когда мы будем выдерживать сложные события. И здесь, конечно же, на небе такие достаточно сильные, мощные конфигурации под конец сентября. Это будет очень такое агрессивное полнолуние в Овне, эмоциональное, опять же, да, в соединении с Нептуном. И после него будут такие очень
яркие события, мощные. Во-первых, в мировом пространстве начнется такое наращивание конфликтов. Вообще Марс в оппозиции с Плутоном — это в принципе конфликтный аспект. Здесь еще будут в квадратурах Меркурий. Естественно, близнецы будут здесь втянуты. Но я о том, что при всем при этом большое количество гармоничных аспектов, которые держат продолжать то дело, которое каждый из нас делает. Поэтому скажу еще раз, не идем на поводу у эмоций. Заканчивая сентябрь, у нас следом октябрь, где Меркурий точно так же вместе за Венерой 30 сентября переходит в знак Скорпиона, а это давление, манипуляции, умение отстаивать свое. Точно оппозиция Марса с Плутоном, конфликтный аспект, но на этих аспектах кто-то делает гигантский скачок финансов, и у близнецов есть эта история в договорных отношениях, то есть решить вопрос своими финансами, долгами, умение выдерживать большие сделки, большие конфликты, скандалы. То есть сентябрь будет, вторая половина у нас достаточно эмоционально, агрессивно напряженная. Но, дорогие, я хочу сказать, что мы с этим справимся. Не просто так Меркурий, ваш управитель, перешел в знак Скорпиона, а это сильная позиция выдерживать кризисы. Поэтому мы здесь это все обязательно переживем, и мы с этим справимся. Здесь главное планировать свое время, энергию и эмоции, потому что знак Скорпиона и до конца 2026 года это будет такой момент, когда мы можем уйти в своих эмоциях в минус. Это момент, когда мы можем уйти в панику, забояться. Нельзя этого делать. Нужно уметь выдерживать эту ситуацию, потому что это всего лишь начало глобальных мировых изменений. Начало. Мы только будем в самом начале этого неприятного пути, что уж сказать, но главное здесь подготовиться, сохранить свои отношения, вокруг себя образовать капитал связи в прямом смысле. То есть нужно открывать телефонную книгу и понимать, кому я сейчас позвоню, для того, чтобы решить свои проблемы. И точно так же помогать другим людям. Так строятся потрясающие коммуникации, так будет строиться новый мир на самом-то деле. Деньги будут терять свою актуальность, но нужна своя стабильность, фундамент, своя недвижимость, те вещи, которые будут приземлять, работа, которая будет все-таки приносить деньги, будет оплачен труд. И близнецам это очень важно. Умение договариваться, сохранить свои отношения, свою репутацию, не уйти в конфликтность, ссоры, склоки, то есть не уходить в минусовые качества близнеца и становиться лучшей версией себя каждый день. То есть каждый день становиться лучше, и тогда это будет просто классная осень, в том числе с большим приходом финансов, чего я вам и желаю, дорогие мои близнецы. Вот такой гороскоп. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я знаю много информации, стараюсь говорить еще быстрее для того, чтобы у вас было время посмотреть, потом отмотать назад какое-то время, потому что очень часто видео пересматривают. Если остались какие-то вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. В режиме свободного времени я на них отвечу. Ну и желаю вам потрясающего лета. Реализуйте все свои возможности. Не тратьте время просто так и живите свою лучшую жизнь. Увидимся в следующем ролике. Пока-пока.